Первый контур, с которым я экспериментировал, выглядел таким образом. Однослойная катушка, индуктор 5 витков и катушка на ферритовом кольце. Между данной катушкой и индуктором стояли конденсаторы, и здесь резонанс получался между данной катушкой и конденсаторами. Индуктивность данной катушки и емкость конденсаторов давали расчетную частоту. Данный индуктор выступал в роли короткого провода, который соединял конденсаторы последовательно. Рассмотрим вторую конструкцию. Большой ферритовый горшок, на нем 3-4 витка провода, индуктор 18 метров трехслойный. Между данным индуктором и данной обмоткой стоят конденсаторы. В данной конструкции индуктор входит в резонанс, и именно его индуктивность и емкость конденсаторов давали расчетную частоту. Данный провод на ферритовом горшке выступал в роли короткого провода и соединял конденсаторы последовательно. То есть все наоборот, по сравнению с первым контуром. Давайте померяем индуктивность катушек. Индуктивность 34,5 микрогенри на частоте 10 кГц. Теперь замеряем индуктивность индуктора. Индуктивность 5,8 микрогенри на частоте 10 кГц. Разделив большую индуктивность на меньшую, мы видим, что индуктивность катушки на ферритовом кольце в 6 раз больше индуктивности индуктора. Теперь замеряем индуктивность катушек во втором контуре. — 11,7 микрогенри. Замеряем индуктивность индуктора. — 229 микрогенри на частоте 10 кГц. Если разделим большую индуктивность на меньшую, то в данном случае мы видим, что индуктивность индуктора в 19,5 раз больше индуктивности катушки на феррите. Вывод из данного эксперимента такой. Катушка с большей индуктивностью в контуре входит в резонанс и с емкостью конденсаторов дает расчетную частоту. Катушка с меньшей индуктивностью выступает в роли короткого провода и соединяет конденсаторы последовательно.